Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. У меня сегодня очень вкусное, красивое печенье на рассоле от помидор. Ну что, начнем? Разрыхлитель в домашних условиях. Для этого мне понадобится крахмал. У меня крахмал картофельный. Я сильно много не делаю, поэтому все отмеряю чайной ложкой. 6 чайных ложек. Сюда же, ребята, 6 чайных ложек просеянной муки. Также понадобится сода. 5 частей. Раз, 5. И лимонная кислота. Лимонная кислота у меня довольно такая крупная, даже сбилась в комочки. Мне ее нужно измельчить в кофемолке. 3 части лимонной кислоты. Раз, 2, 3. Измельчаю. Опа! Видал? Добавляю ко всем ингредиентам. Ну и все, дело осталось за малым. Просеять это все. Все хорошо перемешать и рассыпать в сухую чистую баночку. Накрываю крышкой, и разрыхлитель готов. Можно печь печенье, пироги. В принципе, чем я сейчас и займусь. Ставьте лайки, комментируйте, а мы печем печенье. 200 мл рассола у меня от помидор. Выливаю в мисочку, добавляю соль, 50 граммов сахара, ваниль по вкусу у меня 5 граммов, 80 мл растительного масла без запаха или 4 столовые ложки. Нужно это все хорошо размешать, чтобы сахар растаял. Когда сахар растаял, в муку добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя. Тот самый разрыхлитель, который я сделала и вам показала. Немножко перемешаю. Общее количество муки у меня 400 граммов. Начинаю добавлять в жидкую часть. Все сразу, естественно, не добавляю. Лучше подбавить. Вот так вот. Начинаю замешивать тесто. Сначала венчиком. О, реакция пошла, разрыхлитель получился на славу. Все, убираю венчик, подбавляю муку и замешиваю тесто. Когда рукой уже неудобно, перехожу на стол. Присыпаю его мукой. Ребят, из общего количества. Перекладываю тесто, ну и замешиваю. Сильно долго месить не нужно, 3-4 минут будет достаточно. Если тесто слишком липнет, подсыпаю муку. Совсем немножко. Все, ребята, тесто мягкое, эластичное, липнущее, но отлипающее от рук, но очень приятно. Я его оставляю прямо на столе. Немножко присыпаю. Накрываю полотенечком на 10 минут. Ставьте лайки, друзья. Как у меня красивый тигренок. Ну все, начинаю формовать печенье. Беру часть теста, это в сторонку, и накрою полотенечком, чтобы не обветривалось. Стол немного присыпаю мукой. Раскатываю в пласт. Шириной примерно 5 мм. Ну что, ну а здесь уже кому как больше нравится. Я это, как правило, делаю вот так. А затем, ребята, вот так. Оп. Перекладываю тесто на противень. И, друзья, для того, чтобы печеньки были не такие скучные, мне понадобится 1 желток. Отделяю от белка. Как я это умела, да, Сережка? Сюда желточек, чайную ложечку какао-порошка. И все хорошо взбиваю вилкой. Вот до такого состояния. Жидкая такая кашица получается. Беру кисточку и смазываю печенька сверху. Как вкусно запахла шоколадка, Сережка. И сверху вилочкой можно сделать вот такие вот узоры. Чтобы придать им товарный вид. Да, Сережка, будет печенье в клеточку. Все, ребята, красота готова. Ставьте лайки, а я печенье в духовку. Разогретую до 180 градусов на 20 минуточек. Оп, оп. Первая партия готова. Ребята, пахнет так, вроде мы здесь деликатес пекли, а не печенье на рассоле. Ну а я продолжаю. Следующая партия пошла. Да. Посмотрите, сколько печенюшек получается. Они очень ароматные, красивые. Друзья, поверьте мне на слово, такие печенья стоит приготовить. По желанию также можно посыпать сахарной пудрой. Но мне кажется, моему Сережке это уже будет занадто. Анюта, ставь чайник. Сейчас будет сделано, солнце мое.